С рождения щенки были домашними, хозяев они очень умиляли своей красотой и непосредственностью. Когда щенки еще были совсем маленькими, их владельцы получили квартиру, которую они ждали не один год. «Можете их взять? Мы будем переезжать, а помет в новой квартире в наш план совсем не входит», сказал мне по телефону мужчина. Я не согласилась, щенки еще совсем крошечные и с их вскармливанием будет много хлопот, кроме того, в таком возрасте их еще рано разлучать с мамой. Получив отказ, хозяева с собакой просто уехали, а щенков оставили совсем одних в старом доме. Я с работы пришла, а в бараке стоит их виск. Жильцы ни адреса, ни телефона новых не оставили, только ваш номер там был, рассказала по телефону соседка. Я была не готова заниматься малышами, которых надо кормить по часам, но никого другого, кто бы согласился взять малышей, не нашлось. Даже платные передержки не хотели иметь дело с такими малышами, а ветеринар и вовсе посоветовал от них избавиться. За щенками я ехала с тяжелым сердцем, тем более, что все оставшиеся деньги ушли на оплату такси. Через час щенки были у меня дома и, напившись теплого молока, сладко спали. Щенки провели у меня месяц. Не помня другой мамы, малыши всюду меня сопровождали. Они выросли и были готовы ехать в новую семью, но я все не могу забыть, как каждые 2 часа вставала их кормить и менять пеленки. Впечатление такое, словно еще одного ребенка выненчила. Устраивать щенков по одному я не хотела, но шансов найти дом обоим сразу был невелик. Часто от них отказывались, мотивируя это лишь тем, что их слишком дорого будет кормить. Хозяева щенков появились через 6 месяцев. Им я рассказала, что щенки не смогли выжить без мамы, и они ушли, прочитав мне лекцию об ответственности и обвинив в равнодушии. Вскоре на улице я встретила свою одноклассницу. В разговоре она упомянула, что ее собаки Доры не стало, и она очень тяжело это переживает. Питомица прожила у Юли 15 лет, она скучала по ней и сторонилась собак, чтобы не бередить еще свежие раны. Юля не собиралась идти ко мне в гости, но неожиданно раздался звонок от моей дочери с просьбой быстро прийти домой, и у нее просто не осталось другого выбора, кроме как провести меня и закончить наш разговор. Когда мы подошли к двери, нам навстречу выбежал Ганс, Лейлу я не увидела. Когда мы нашли Лейлу, оказалось, что ей придало пальчик, из-за чего слез ноготь. Перевязку сделали сразу, после чего Юля предложила забрать щенков. Она умела делать перевязки и предположила, что у меня будет на это немного времени, ведь я забочусь о десятках животных. Уже почти 4 года Лейла и Ганс живут у Юли и очень любят свою хозяйку. Вот так история щенков, которых оставили умирать одних в доме, закончилась счастливо.